150 лет назад родились два великих русских музыканта. Это Сергей Рахманинов, композитор и пианист, и Федор Шаляпин, русский певец, бас. Рахманинов родился недалеко от Новгорода. Он был дворянин. Его очень рано начали учить музыке, тем более увидели, что у него большие способности. Мать была преподавателем музыки, была его первым учителем. И мальчик рос в семье, которая любила и музыку, и его, которая дала ему все. Потом Рахманинов поступил в Московскую консерваторию, где он учился сразу на двух отделениях. Он был профессиональным пианистом, исполнителем, и он учился на композиторском отделении. Закончил он блестяще консерваторию, получил, как мы сегодня скажем, 2 диплома. Он получил золотую медаль. Чайковский принимал экзамен у Рахманинова, и он поставил ему самую высокую оценку в России, это 5, и даже поставил 3+. Он был в восторге от оперы, которую написал молодой Рахманинов, оперы «Алека». А Рахманинову в то время было 19 лет, только 19 лет. Вот так выглядит родной дом для Рахманинова Московской консерватории сегодня. И, конечно, здесь по-прежнему очень часто играют его музыку, особенно в этом году. Рахманинов, вокалист, сочинение 34. Дирижер Иван Егорчин. Я стою сейчас на Страстном бульваре, и вот в конце Страстного бульвара, вот там за мной 4-этажный дом. Именно здесь уже знаменитый Рахманинов с семьей, дирижер Большого театра Москвы, профессор Московской консерватории, жил последние годы перед эмиграцией. И здесь, конечно, установили памятную доску, которая нам говорит о том, что великий русский композитор и пианист жил здесь, в этом доме. Великого Рахманинова, конечно, помнят, любят и уважают во всем мире. Память о нем сохраняют. Не только в России, надо сказать. Даже в Париже есть частная консерватория имени Сергея Рахманинова. А вот в Москве в 1999 году, вот здесь, на Страстном бульваре, по которому Сергей Рахманинов ходил когда-то, поставили памятник ему. Памятник очень хороший. Обратите внимание на руки Сергея Рахманинова. Как пианист Рахманинов был неподражаем, у него были фантастические руки. И однажды после эмиграции из России, когда его хотели папарацци сфотографировать после концерта, он заслонился руками, и на следующий день газета вышла с фотографией этих рук, и там было написано «Руки, которые стоят больше, чем миллион». Руки Рахманинова – это первое, что видят зрители на небольшой выставке, которая проходит сейчас в Москве. Это отличная фотография, она много говорит о характере композитора.
который был закрытым и скромным человеком, совсем не любил публичности и хотел, чтобы его не видели, а слышали. Рахманинов уехал из России, когда ему было 44 года, и это было тяжелое решение. Он всегда продолжал думать о России и вспоминать ее, ту Россию, в которую он вырос и которую так любил и по которой очень тосковал. И на выставке можно увидеть, какой была эта его любимая Россия. Это, конечно, фотографии его любимых мест на природе и его друзей, с которыми он провел те счастливые годы, о которых часто вспоминал. И часто среди друзей мы видим, конечно, Федора Шаляпина. Личные вещи, рукопись знаменитого второго концерта для фортепиано, картины известных художников, многих из которых он знал лично. И везде звучит музыка. Рахманинов в одном из последних интервью говорил: «Музыка композитора должна выражать дух страны, в которой он вырос, его любовь и мысли, которые возникли под впечатлением тех книг и картин, которые он любил».